Есть 10 минут и немного кабачков с картошкой. Да, снова кабачки, но подождите, такие вы точно еще не пробовали. Это не просто оладьи, а целый обед на сковороде. Все за 10 минут, и я никому не скажу, что у вас был пустой холодильник. Просто натираем кабачок на крупной терке, ничего сложного. Кто-то сказал, что мои видео – это уже почти художественное кино про кабачки. И знаете что? Я принимаю этот комплимент. У нас тут не просто ужин, у нас тут кабачковый блокбастер. Отлично, теперь отжимаем. Да-да, руками, прямо с усилием. Смотрите, сколько сока, вот это да. Перекладываем в миску и идем дальше. Точно так же натираем 3 средние картошки на той же крупной терке. А вы из чего чаще готовите? Из картошки или из кабачков? Напишите в комментариях. Теперь хорошенько отжимаем картошку, прямо как кабачки. Смотрите, сколько сока. Готово. Отправляем картошку в миску к кабачкам. Теперь натираем сыр, примерно 100 граммов. У меня сегодня чеддер и моцарелла. Люблю их за вкус и тягучесть. И добавляю тертый сыр в миску с картошкой и кабачками. Сюда же разбиваю одно яйцо, хорошая щепотка соли, немного черного молотого перца по вкусу. Все хорошо перемешиваем до однородности. Добавляю 2 столовых ложки муки. И еще раз все хорошо перемешаем. Тесто готово. Займемся фаршем. Приправляю фарш солью и черным молотым перцем. Сюда же добавляю чесночный порошок, где-то половину чайной ложки. Пол чайной ложки хлопьев сладкой паприки и пол чайной ложки орегано. Сюда же разбиваю одно яйцо. Все хорошо перемешиваю. Фарш получится очень сочный и очень вкусный. Сейчас мы сюда добавим некоторые секретные ингредиенты, вы так еще точно не пробовали. Нарезаю мелко половинку луковицы и отправляю в фарш. Перемешаем. Это еще не все. Небольшой пучок зеленого лука или шнит лука мелко нарезаем. И натрем на терке 1 болгарский перец. Это очень быстро и просто. Обязательно попробуйте. Я взяла говяжий фарш. Он получится очень сочный благодаря этому секрету. Болгарский перец и лук сделают его невероятно сочным, вкусным и ароматным. Добавляю сюда перец и все хорошо перемешиваем до однородности. Посмотрите, это просто невероятно аппетитно, сочно и ароматно. Ставим разогреваться сковородку с любым растительным маслом. Сюда же добавим пару кусочков сливочного масла для вкуса и аромата. И выкладываю небольшие порции нашего кабачково-картофельного теста. Жарим оладьи на среднем огне. Следите, чтобы ничего не подгорело. Вот так вот у меня на сковородку поместилось 4 крупных оладьи. Будет очень вкусно. Теперь сверху на каждую оладью я кладу где-то по столовой ложке нашего ароматного фарша. Это так вкусно! Обязательно приготовьте, попробуйте и не забудьте поделиться рецептом с друзьями. Теперь разравниваю немного фарш, придаем ему плоскую форму и сверху закрываю еще 1 столовой ложкой где-то картофельно-кабачкового теста. Напишите в комментариях, из какой страны вы меня смотрите. И, возможно, следующее мое блюдо я посвящу именно вашей кухне. Вот так вот хорошенько разравниваем
наше тесто, чтобы оно полностью закрывало мясную начинку. В миске смешиваю 2-3 столовых ложки йогурта или сметаны, немного черного перца. Сюда же буквально чайная ложка кетчупа. Не забудьте перевернуть оладьи, чтобы они не подгорели. Посмотрите, какие румяные, аппетитные. Готовим их 5-7 минут на среднем огне. Когда они схватятся и немного подрумянятся, отправляем в духовку буквально еще на 5-7 минут, чтобы мясо внутри, фарш полностью приготовилось. Приправляю соус щепоткой соли, немного зеленого лука. Все хорошо перемешаем, и вкуснейший соус к оладьям уже готов. Достаем наши оладьи из духовки. Какой аромат! Уже не могу дождаться, давайте скорее разрежем один. Такие хрустящие снаружи, мягкие внутри. Только посмотрите на эту сочную мясную начинку. Это очень вкусно, обязательно приготовьте, делитесь рецептом с друзьями. Невероятно вкусно, быстро и просто. И все на одной сковороде за 10 минут. Ну что, теперь вы знаете, как из простых кабачков сделать нечто вау. Спасибо, что готовили вместе со мной, и до скорой вкусной встречи!